Здесь, вы знаете, этот Gwen's Coffee Shop, это как центр города, там все и собрание, и такое место, где все встречаются, и это недавно открыли, но этот coffee shop просто такой, всем нравится, и для всех они делают схождения, если там какое-нибудь собрание, то они отдают место даром, и если когда мы вели campaigns, они там нам место тоже даром давали встречаться, и просто такие добрые люди. И что здесь, вот сейчас мы едем в этот парк мой самый любимый, и здесь собираются наши староверские общины очень часто, почти, можно сказать, каждое воскресенье летом или даже после работы, делать барбекю, и просто такое место, такое любимое. Да, как повлияла пандемия на жизнь? Я могу сказать, что это было очень трудно, что многие в нашей общине померли от пандемии, и было трудно объяснить, что будем, если носить маски и содерживать дистанцию, то, конечно, мы будем не болеть и не будем помирать. Но наша община вообще не верили, что пандемия действительная, и маски не носили, конечно, и это было очень тяжело. Но, собственно сказать, я живу в Кэмби, ездила на басе 2 часа утром в City Hall в Портленде работать и 2 часа обратно домой, то это провожало 4 часа в поездке. А когда мы стали работать из дома, то мне стало очень легко проводить работу, на которую для города, конечно, и просто так как-то получилось, что мне пришлось открыть свою компанию и теперь работать через компанию, то, собственно, для меня было очень... Пандемия поддержала меня, и я смогла проработать дома, и доселе работаю дома, то и изменила, и показала нам, что мы можем из дома работать, и также все проводить, как мы делали из офиса. Я скажу про себя, что, как я уже сказала, у меня было 7 детей, и когда они росли, мы все прививки делали для детей. Конечно, в Канаде разно обходятся с вакцинацией. Это все много учения про вакцинации, то там меньше разговоров, что вакцину брать или не вакцину брать. Просто это как для всех понято, что надо делать вакцинации. Я скажу, что все мои дети были вакцинированы, мои внуки тоже продвигаются этим же, потому что они в Канаде живут. А про общину скажу, что с теми, с которыми я разговариваю, то они очень боятся эту вакцину, многие против. Но некоторые стали спрашивать меня, как вы думаете, я знаю, что вы на радио про это говорите, вопросы такие, что какие побочные действия от вакцины, то начинают маленечко про это спрашивать. И я думаю, что многие ведут вакцинации для себя. Но большинство нет. Нету доверия в вакцинации сейчас. Был четверг, и я, конечно, работаю для города, написала имейл Тому, написала другое, просто как нормально работу. И поняла, что после полдня, что 2 человека, с которыми я очень часто работаю, они обои не присутствуют на работе, потому что кто-то в семье померли от пандемии. Это 2 человека на работе. И я такая была уже сложная. Хотя я и думала, что да, надо сделать, но все некогда, думаю, но запишусь на веб-сайт на первый вакцин. Прошло время маленечко, я пошла к соседу, там, привезти им что-то, они пожилые.
Встретила меня соседка в слезах, потому что еешного мужа, брат, брат помер от пандемии. Это все в тот же день, в тот же четверг. И я поговорила с соседкой и пришла домой и думаю, хватит, теперь надо записаться. И вот в тот же день записалась, и на второй день, в пятницу пошла, сделала первую вакцинацию. И было очень, просто нормально. Поболела рука, может, день. Вечером маленечко заболела, потом второй день проболела рука. Но потом все нормально. Я была все как прежде вакцинации, так и после. Просто чувствовала все хорошо. Мое пожелание такое, что, пожалуйста, ищите информацию от докторов, пожалуйста, ищите информацию, где уже все проверено и доверено. Очень много идет информации от тех, которые, может, какие-нибудь свои витамины хочет продать вам, или какой-нибудь информации хочет вам продать, или вообще люди, которые сидят дома и хотят быть, чтобы их все знали, YouTubers, и потому что много информации, которая нам вредит, и мы должны искать ту информацию, которая уже доверенная, через докторов, через медицинских людей. И много информации есть на русском языке теперь, на CDC веб-сайт. И слушайте радио тоже, потому что на радио мы очень часто с докторами эти вопросы приносим. И эти доктора уже отвечают вопросы, те, которые мы слышим в нашей обществе, которые мы слышим в староверском обществе. Мы эти вопросы делаем, приготовляем для наших докторов, чтобы они ваши вопросы отвечали. То, пожалуйста, слушайте радио и принимайте новую информацию. И желаю вам всем быть здоровым. Самое большое, главное достижение, я бы сказала, что проработать в City Hall, такое политическое место, и провести работу хорошо, и помогти составить совет Slavic Advisory Council, и помогти составить Slavic Empowerment Team, который помогает всем русскоговорящим сотрудникам, которые работают в Портленде, чтобы иметь свою связь и проводить свои идеи и провести этот Slavic Proclamation, который поздравляет русскоговорящих людей целую неделю, праздник вторую неделю января, как Slavic Eastern European Proclamation. И желала бы, чтобы... и, конечно, выбор, что второй раз выбрали, это очень большое достижение. И я бы очень приглашала других людей также записываться, идти на выбор или помогать комьюнити, потому что когда я работаю с волонтерами и с русскоговорящими волонтерами, то очень вопрос такой, что зачем мне это все делать, зачем мне волонтировать, зачем мне провожать свое время даром, чтобы помогти обществу, то для меня это очень как-нибудь сделать так, чтобы больше людей жертвовали свое время, служили на councils, на каким-нибудь, или давали совет, чтобы наш голос, наш русский голос был более слышен, и чтобы про нас тоже не забывали, потому что мы являемся белые, конечно, у нас иммигрантское путешествие, и у нас много барьеров, что для services и для учения, для школ, для детей, для семей, то чем не больше мы будем служить на каких-нибудь местах, за которые не платят, первое, а потом, может, будем продвигаться на дальшие работы. Конечно, поднять семейку, семерых тоже большое достижение. И то, что они досели со мной хочет быть и провожать время, приезжают к мне каждый божий день. Мам, давай это, то. Я думаю, этого лучше нету. И когда внуки тоже желают провожать время со мной и с семьей, то это очень большие достижения, как я думаю.